Всем большой привет! Сегодня буду готовить грузинскую смесь пряностей хмели-сунели, которая очень популярна и является одной из самых любимых в мире. Это вполне универсальная приправа, которая подходит прекрасно и к мясу, и к рыбе, и к овощам. Не острая, с таким неповторимым ароматом и еле уловимым ореховым вкусом, который ей придает голубой пажить, который входит в ее состав. Это фенугрек по-другому или еще одно название узхо-сунели. Это одно и то же. Полный состав приправы включает до 12, даже 13 компонентов, хотя можно ее приготовить всего лишь из 3, максимум 4. Это кориандр, пажитник и эмеретинский шафран. Еще в некоторых регионах Грузии добавляют лавровый лист. Но поверьте, что если специя приготовлена с добавлением остальных пряностей, то аромат и вкус намного лучше и богаче. И тем более, что большую часть их можно вырастить у себя на грядке, а недостающие компоненты просто докупить. И годовалый запас такой приправы универсальной вам обеспечен. Подробный перечень и количество всех компонентов вы, как всегда, найдете в инфобоксе. В описании под видео. Все пряности я буду измерять столовыми ложками в равных пропорциях, вот такими полными столовыми ложками. И первый компонент — это укроп. Хочу обратить внимание, что у меня тут находятся не одни веточки, не одна зелень, это зелень укропа молодого и вот такие молодые зеленые семена укропа, зонтиков укропа и петрушки. Они придают специи из укропа и петрушки такой яркий, насыщенный аромат. Из одной зелени вы такого аромата не добьетесь. Так что рекомендую в сезон насушить. Немного освежаю их в ступке, для того, чтобы они еще больше раскрыли свой аромат. Так буду поступать практически со всеми специями. Перед тем, как смешивать, я буду их отправлять в ступку. 2 столовые ложки с горкой добавляю петрушки. Петрушку, вы поняли, тоже тут молодые зеленые семена вместе с зеленью у меня. Структура специи не обязательно должна быть порошкообразной. Если для вас принципиально, чтобы специя выглядела как порошок, тогда все измельчайте в кофемолке. Третий компонент — это сельдерей. Сельдерей 2 столовые ложки с горкой добавляю. На канале есть видео, как сушить сельдерей, какие части лучше и ароматнее. Оставлю подсказки и ссылки. Четвертый компонент — это мята амбала или по-другому болотная блошиная мята. Она растет во влажных болотных местах по берегам рек, озер. И именно такая мята в идеале входит в состав. Она имеет такой нежный, легкий, душистый аромат, и у нее нет резкого ментолового вкуса. А цветки ее такие розово-лиловые. Если у вас нет такой мяты, не растет она и негде купить, тогда можно просто заменить ее на обычную садовую мяту. Тоже 2 столовые ложки в ступку. Такую мяту еще добавляют в грузинский соус ткемали, когда готовят. Далее острая паприка. В некоторых источниках рекомендуется добавлять острую паприку где-то 2%. Я уже готовила, не хватает остроты, поэтому и плюс у меня не просто молотый порошкообразный острый перец, у меня хлопья. В готовом блюде хлопья не такие острые, как в виде порошка. Я все добавляю в равных пропорциях по 2 столовых ложки. Вы же можете добавить меньшее количество, так как рекомендуется, например, чайную ложку острого перца. Далее кориандр, тоже 2 столовые ложки с горкой. Измельчаю в ступке. Кто не знает, это семена кинзы. Предпочитаю обычно покупать всегда кориандр горошком и непосредственно перед использованием его измельчать. Так он более ароматный, чем когда продают его уже
молотым. 2 столовые ложки эмеретинского шафрана. Это лепестки бархатцев. У меня на канале есть видео, тоже оставлю подсказки и ссылки, как собирать, на что обращать внимание, для чего эта специя нужна. Пажитник или по-другому фунгрек, или еще одно название, это одно и то же, уцхосунели. 2 столовые ложки, это волшебная специя, имеет такой ореховый привкус, очень яркий, такой неповторимый аромат. Без нее хмели-сунели не хмели-сунели. Далее лавровый лист, тоже 2 столовые ложки. У меня уже молотый, с горкой. Следующая добавка это базилик. В идеале нужен фиолетовый базилик, но у меня смесь фиолетовых листьев и зеленых, какие росли, вот такие собрала. Вот 10 компонентов, можно сказать, самых основных, без которых хмели-сунели это точно не хмели-сунели. Не знаю, возможно, кого-то и устраивает всего лишь 3 или 4 компонента, но вот я считаю, что вот этих 10 компонентов это основные. Еще есть 3 дополнительные, которые обычно я добавляю всегда по 1 столовой ложке. Это майоран, чабер садовый и орегано, или по-другому матеренко. Более знакомое название. Добавляю все по 1 столовой ложке. Столовая ложка орегано, далее чабер садовый, столовая ложка, с горкой все, и майоран. Ну а вы же на свое усмотрение можете добавлять или обойтись без них. Еще что хотелось бы добавить, что из вот всех этих компонентов, составляющих этой замечательной специи хмели-сунели, лично вот мне пришлось купить всего лишь 3 специи. Это пажитник, кориандр и лавровый лист. Покупные специи и специи, которые вы приготовите своими руками, это, наверное, как домашняя еда и фастфуд. При добавлении этой универсальной приправы любое ваше кулинарное творение обретет совсем новый образ. Идеальная эта специя к любому мясу, к шашлыку, к грибам, к рыбе, к блюдам из фасоли, к баклажанам. По большому счету можно добавить в любое блюдо. Единственное, это, наверное, в кондитерские изделия она не подходит. Друзья, очень надеюсь, что видео было вам интересным. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписываться на мой канал. Для меня очень важна ваша поддержка. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео. С вами была Виктория.